Начинается церемония вручения верительных грамот. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Словении в Российской Федерации Аленка Суходолник. Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Сомали в Российской Федерации Мохаммед Абукар Зубейр. Чрезвычайный и полномочный посол Габонской Республики в Российской Федерации Состен Ндемби. Чрезвычайный и полномочный посол Демократической социалистической республики Шри-Ланка в Российской Федерации Шобини Каушала Гунасекера. Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Российской Федерации Николя Луи Мари Оливье де Ривьер. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Сенегал в Российской Федерации Стефан Сильвен Самбу. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Руанда в Российской Федерации Джозеф Нзабамвита. Чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в Российской Федерации Даниэл Каштовал.
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Мавритания в Российской Федерации Седати шейх Ульт Ахмед Аиша. Чрезвычайный и полномочный посол Исламского Эмирата Афганистан в Российской Федерации Гул Хасан Хасан. Чрезвычайный и полномочный посол Алжирской Народной Демократической Республики в Российской Федерации Туфик Джуама. Чрезвычайный и полномочный посол Португальской Республики в Российской Федерации Сара Феронья Мартинш. Чрезвычайный и полномочный посол Народной Республики Бангладеш в Российской Федерации Назрул Ислам. Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Серджо Родригес дос Сантос. Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Норвегия в Российской Федерации Хейди Олуфсен. Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Российской Федерации Анна Кристина Тереса Юханнессон.
Чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации Хамди Шаабан Абдель-Халим Мохаммед. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбии в Российской Федерации Хорхе Игнасио Сорро Санчес. Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации Сами бен Мохаммед Аль-Садхан. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Гана в Российской Федерации Кома Стеем Джеху Апьях. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Намибия в Российской Федерации Моника Нделявике Нашанди. Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в Российской Федерации Герхард Зайлер. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации Энрике Уорта Гонсалес. Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Пакистан в Российской Федерации Файсал Нияз Тирмизи. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Российской Федерации Ли Сок Пэ.
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Перу в Российской Федерации Мануэль Аугусто де Коссио Клювер. Чрезвычайный и полномочный посол Восточной Республики Уругвай в Российской Федерации Мария дель Росарио Портель Касанова. Чрезвычайный и полномочный посол Ливанской Республики в Российской Федерации Башир Салех Аззам. Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Юрг Стефан Бурри. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Ирак в Российской Федерации Абдул-Карим Хашим Мустафа. Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Российской Федерации Стефано Бельтраме. Чрезвычайный и полномочный посол Мальдивской Республики в Российской Федерации Абдул-Латиф Абдул-Рахим. Уважаемые дамы и господа,
Прежде всего, сердечно приветствую вас в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот. Наша встреча проходит в самом начале Нового года, когда все мы строим планы на будущее и, конечно, хотим надеяться, что трудности и невзгоды, взаимные обиды, конфликты останутся в прошлом. Пользуясь случаем, хотел бы от всей души пожелать вам, вашим семьям и народам представляемых вами государств благополучия и успехов в наступившем 2026 году. Думаю, вы согласитесь, что одним из ключевых факторов устойчивого развития и процветания человечества является международное сотрудничество. В современном, многообразном и взаимосвязанном мире именно от способности государств к созидательному взаимодействию напрямую зависит всеобщая стабильность и безопасность. И открытое, честное партнерство предоставляет возможности для решения общих, даже самых непростых проблем. Недаром говорят, мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна, особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует. Мне кажется, с этим никто не будет спорить. Обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные очаги напряженности. При этом дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними, причем весьма опасными действиями. И вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы. Десятки стран в мире страдают от неуважения их суверенных прав, от хаоса и беззакония, и не обладают силой и ресурсами, чтобы постоять за себя. Разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку. Миропорядку, в котором все государства имели бы право на собственную модель роста, на то, чтобы самостоятельно, без влияния извне, определять свою судьбу, сохраняя самобытную культуру и традиции. Отмечу, что Россия искренне привержена идеалам многополярного мира. Наша страна всегда проводила и будет проводить взвешенный, конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития. Со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве, мы настроены поддерживать по-настоящему открытые и взаимовыгодные отношения, углублять связи в политике, экономике, гуманитарной сфере, сообща противостоять острым вызовам и общим угрозам. Россия выступает за укрепление ключевой, центральной роли в мировых делах Организации Объединенных Наций, которая в минувшем году отметила свой юбилей. 8 десятилетий назад наши отцы и деды, прадеды, победив во Второй мировой войне, смогли объединиться, найти баланс интересов и договориться о фундаментальных правилах и принципах международного общения. И зафиксировали их в Уставе ООН во всей совокупности, полноте и взаимосвязи. Императивы этого основополагающего документа, такие как равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров путем диалога, и сейчас востребованы как никогда. И главное, нужно исходить из того, что безопасность должна быть действительно всеобъемлющей, а значит равной и неделимой. И она не может быть обеспечена для одних за счет безопасности других. Этот принцип зафиксирован в основополагающих международно-правовых документах. Пренебрежение этим базовым, жизненно важным принципом ни к чему хорошему никогда не приводило и не приведет. Это наглядно показал и кризис вокруг Украины, ставший прямым следствием
многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО, вопреки данным нам публичным обещаниям. Я хочу это подчеркнуть. Вопреки данным нам публичным обещаниям. Напомню, что Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех в Америке, Европе, Азии, во всем мире. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто и чем скорее, тем лучше, мирное урегулирование конфликта на Украине. Именно к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей. Вместе с тем, еще раз подчеркну и прошу вас учитывать в своей деятельности, что Россия всегда открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами во имя всеобщего процветания, благополучия и развития. Уважаемые дамы и господа, на сегодняшней церемонии присутствуют послы 32 государств, каждый из которых является деятельным членом ООН и вносит свой вклад в решение насущных проблем мировой повестки дня. Многие из вас представляют страны, являющиеся стратегическими партнерами и союзниками России, с которыми нас объединяют узы дружбы, сотрудничества и взаимной поддержки, и с которыми мы вместе активно работаем в рамках крупных международных и региональных структур. Уверен, посол Бразилии согласится, что наши два государства, стоящие у истоков создания БРИКС, являются последовательными единомышленниками в том, что касается формирования действительно справедливого многополярного мироустройства. Сотрудничество России и Бразилии поступательно развивается и наполняется новыми взаимовыгодными проектами в различных областях. Как известно, буквально вчера говорил с президентом Лулой де Сильва по телефону. Эта беседа подтвердила наш общий взгляд на глобальные и региональные процессы. Эта беседа подтвердила еще раз, что во многом они совпадают или очень близки. Отмечу, что по-настоящему прочные и дружественные отношения связывают Россию с Республикой Куба. Всегда оказывали и оказываем помощь в содействии кубинским друзьям, солидарны с их решимостью всеми силами отстаивать свой суверенитет и независимость. Российско-кубинское союзничество проверено временем и основывается на искренних взаимных симпатиях народов двух стран. Совместно реализуем жизненно важные для кубинской экономики проекты в энергетике, металлургии, транспортной инфраструктуре, медицине, расширяем культурно-гуманитарные обмены. Подчеркну, что со многими странами Латинской Америки в России давно сложились тесные и конструктивные взаимоотношения. Мы всегда относились к государствам данного региона с большим уважением как к равным и самостоятельным партнерам. Это в полной мере касается представленных здесь стран – Колумбии, Перу, Уругвая. Считаем, что у нас имеются все возможности для качественного наращивания торгово-инвестиционных и коммерческих связей, сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики, образования и подготовки кадров. В таком же духе партнерства и доверия Россия настроена и далее укреплять взаимодействие с государствами Ближнего Востока и Северной Африки. А одну из ключевых ролей в этом регионе играет дружественный России Египет, отношения с которым выстраиваются на основе договора о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Наши страны реализуют масштабные совместные проекты, включая сооружение атомной станции Эльдаба и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Через месяц исполнится 100 лет установления дипломатических отношений с Саудовской Аравией. Двустороннее партнерство успешно расширяется, носит комплексный характер. Налажена
тесная координация в формате ОПЕК+, что реально способствует поддержанию стабильности глобального нефтяного рынка. Приветствуем решение королевства выступить в качестве страны-гостя на предстоящем в июне Петербургском международном экономическом форуме. Важно также, что Саудовская Аравия планирует принять международный музыкальный конкурс интервидения, возрожденный по инициативе нашей страны. Связи с Ливаном и Ираком традиционно развиваются во взаимоуважительном и позитивном ключе. Наша страна неизменно выступает за поддержку единства, суверенитета, независимости этих государств и против внешнего вмешательства в их внутренние дела. Мы тесно взаимодействуем с Пакистаном, полноценным участником Шанхайской организации сотрудничества, крупнейшей региональной структуры по своему экономическому, технологическому и человеческому потенциалу. И российско-пакистанские отношения подлинно обоюдовыгодны. Государством-наблюдателем при ШОС является и Афганистан. Российско-афганское сотрудничество в последнее время приобрело заметную динамику. Этому способствовало принятое Россией в прошлом году решение об официальном признании новых властей страны. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством, свободным от войны, терроризма и наркотрафика. Весьма эффективно продвигается наше взаимодействие со Шри-Ланкой, Бангладеш и Мальдивской республикой. Мы успешно развиваем контакты в таких традиционных отраслях, как туризм, рыболовство, сельское хозяйство и энергетика. Настроены наращивать сотрудничество и в других представляющих взаимный интерес сферах. На сегодняшней церемонии присутствует большая группа послов дружественных стран Африки: Сомали, Габона, Сенегала, Руанды, Мавритании, Алжира, Ганы и Намибии. Россию связывают со всеми государствами континента отношения подлинного партнерства, поддержки и взаимовыручки. Основы этих отношений закладывались еще во времена борьбы африканских народов за свободу и независимость. Наша страна внесла существенный вклад в избавление стран Африки от колониального гнета, в становление их государственности, в развитие национальных экономик, социальной сферы, в подготовку и оснащение вооруженных сил. И мы неизменно нацелены на расширение взаимных политических, экономических, гуманитарных контактов. Продолжаем оказывать помощь и содействие африканцам в их стремлении к развитию, к активному участию в международных делах. Все эти вопросы предметно обсуждались на российско-африканском саммите в Сочи и Санкт-Петербурге, на состоявшемся месяц назад в Каире заседании форума партнерства Россия-Африка на уровне министров иностранных дел. Приступаем к разработке проведения в этом году очередного, третьего саммита Россия-Африка. К сожалению, во многом растрачен позитивный капитал в нашем взаимодействии с Республикой Корея. А ведь раньше, придерживаясь прагматичных подходов, наши страны добивались действительно хороших результатов в области торговли и бизнеса. Мы рассчитываем на восстановление отношений с республикой. С каждым из представленных здесь европейских государств – Словении, Франции, Чехии, Португалии, Норвегии, Швеции, Австрии, Швейцарии и Италии – наши отношения имеют глубокие исторические корни, полны примеров обоюдовыгодного партнерства и обогащающего друг друга культурного сотрудничества. Нынешнее состояние двусторонних связей упомянутых стран с Россией оставляет желать лучшего. Диалог и контакты отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть, сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация все-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности. Россия была и остается привержена именно таким подходом и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами.
и, естественно, заинтересованы в том, чтобы деятельность каждого из присутствующих здесь послов была максимально результативной. Вы можете быть уверены, уважаемые дамы и господа, что все предлагаемые вами полезные начинания получат поддержку со стороны российского руководства, органов исполнительной власти, предпринимателей и гражданского общества. Позвольте пожелать вам успехов и всего самого доброго в вашей работе. Благодарю вас за внимание.